Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ее расплата за вас. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что же происходит в вашей жизни. Какой же вы по характеру, может быть. Так, смотрим сигнификацию. Вот знаете, я бы сказала, что вы как будто сейчас стоите на пороге в новую жизнь. Вот у вас какой-то этап сейчас начался, это новый этап. Вы сейчас живете, может быть, не так, как раньше жили. Это может быть от банального, от простого, другой темпоритм жизни, другое, я не знаю, расписание дня, другой вообще жизненный этап. Допустим, если вы раньше жили с женщиной, либо же в семье, то сейчас этого нет. Личной жизни как таковой я на данный момент не вижу. Причем у вас есть человек, о котором вы думаете, но вы как-то думаете скорее в негативных эмоциях. Я бы сказала, что вы скорее злитесь на этого человека. У вас и злость, и какие-то вот обиды, переживания, да, это скорее связано с прошлым. Причем с этим человеком у вас есть и светлые моменты. У некоторых, может быть, даже вот дети есть, у некоторых. Я так понимаю, что это бывший, да, мне идет сейчас информация. Плюс бывают такие моменты, да, у некоторых из вас, я снова повторяю, потому что это общий расклад. У некоторых из вас может проиграться, что периодически у вас возникает такое вот чувство, хочется написать, позвонить. Вот знаете, как будто какой-то вот предлог, может быть, вы ищете, не можете найти, под каким предлогом ей написать или позвонить. Вы даже, я думаю, особо не рассказываете никому о этих своих каких-то желаниях, что несмотря на то, что вам больно, несмотря на то, что у вас израненная душа, да, вас опустили ниже плинтуса, душа болит, а сердце плачет, вы все равно как-то, вот знаете, периодически ностальгируете, что ли, за этой женщиной. Но злости, конечно, выше крыши. Много у вас в жизни, знаете, каких-то вот то ли предрассудков, опасений каких-то. У кого-то это комплексы могут проигрываться, причем комплексы, они как-то связаны с вашей прошлой жизнью. Это могут эти комплексы именно вот как-то каким-то образом связаны с вашей бывшей женщиной. Я уже в некоторых своих видео рассказывала, да, но, может быть, кто-то не слышал, еще повторю в двух словах. Бывает, что, допустим, при расставании женщины, кто-то в порыве злости, кто-то, конечно же, и правду может говорить из женщин, но вот стараются при расставании как-то ранить мужчину, причем ранить вот именно такими, знаете, больными словами какими-то, да, вот такими ниже плинтуса, я бы сказала, высказываниями. То есть они могут говорить, да ты никакой, да, и ты такой сякой любовник, и у тебя там и то не так, и то ты не умеешь, да, ну то есть вариантов много. И может проигрываться, что после вот каких-то таких высказываний, да, у мужчины откладывается это все глубоко в подсознании. Вот эта вот колкая фраза. Да, какие-то женщины правду говорят, что их что-то не устраивает мужчине, особенно если это интима касается. Это вообще для мужчин больная тема. А кто-то это говорит на злость женщин, просто чтобы вот сделать напоследок, тогда как бы в кавычках приятно. Поэтому я еще раз говорю, у некоторых из вас может проигрываться вот какая-то вот зависимость от этих слов. Вот что-то могла бывшая вам такое напоследок сказать, да? И сейчас, может быть, из-за этого даже вы пытаетесь как-то наладить личную жизнь, но подсознательно вот эти вот слова, вот эти фразы, они могут стопорить вас. Они могут вгонять в вас какие-то страхи перед новыми отношениями, да, потому что, допустим, она вот вам сказала что-то такое неприятное, особенно если это ниже пояса шуточка была, ну, либо же не шутка, а какая-то вот, ну, гадость.
то теперь могут проигрываться страхи и комплексы именно по отношению к другим женщинам. Может проигрываться как страх перед отношениями. Причем я вам скажу, да, вот такой, опять же, психологический момент, что наши страхи вообще нами рулят. И страхи какие-то идут из детства, да, вот многие вот моменты, которые были у нас в детстве, они уходят глубоко в подсознание, да, что-то мы помним, а что-то мы не помним, вот то, что было в детстве, но оно уходит в подсознание и уже как бы руководит нами во взрослой жизни. Поэтому еще раз повторяю, ребята, если у кого-то есть такая проблема, да, что вы как-то вот опасаетесь, вы не можете начать новые отношения, да, вот из-за каких-то вот комплексов, да, но самому себе вы же можете признаться, что да, вот мне неловко теперь, да, я не могу завязать, особенно если это касается интимных отношений, не могу новые отношения начать, потому что бывшая вот какую-то гадость мне сказала. А вдруг это правда, да, а вдруг меня и другая осудит, то есть вот такие моменты могут проигрываться. Если у кого-то из вас, я еще раз повторяю, это не касается всех, да, но есть такие случаи бывают. Если у кого-то из вас есть такой момент вот какой-то закомплексованности, да, страхов перед отношениями, перед женщинами, хотя опять же вы можете даже не осознавать их, это настолько вот такая сложная ситуация, что реально потребуется помощь психотерапевта, чтобы с этим разобраться, потому что могут проблемы длиться и дальше, вот именно с личной жизнью. Так, дальше смотрим, что же будет дальше у вас проигрываться. Сейчас еще коротко в двух словах, да, для сигнификации. Да, у вас 100% вот начался какой-то новый жизненный этап, в котором очень много работы, вы впахиваете просто как лошадь. Может даже проигрываться, что вы просто без задних ног падаете, настолько вы уставшие, вот пытаетесь как будто бы забыться в этой вот работе, да, вот отвлечься, забыться, особенно если вам морально тяжело. Но вы стоите, я уже говорила, да, как бы на пороге новой жизни. Причем эта жизнь станет более стабильной, она будет более такой, знаете, какой-то, ну вот, спокойной, уравновешенной по сравнению с тем этапом, который был до этого. Особенно если это этап был во время развода, да, вот этап с вашей женщиной, там вообще Армагеддон у вас был. Вы такой человек очень коммуникабельный. Вы, в принципе, еще вам скажу, а то я что-то все хорошее да хорошее о вас, да? У вас есть такая черта, вот вы умеете, если вам нужно, да, вы умеете тоже манипулировать. И в отношениях в том числе. Особенно вот может еще проигрываться, если кто-то вас обидит, да, вот вы можете затаить какую-то злость, и потом как-то это так все прокручивать, оборачивать, что вы становитесь манипулятором с этим человеком. Вот где-то, да, отыграетесь, да, вот в отместку как будто бы. Но есть у некоторых из вас такая черта, да, потому что, ну, не про всех мы говорим, и мы это помним. Так, вы умелец, да, вот вы, когда вам нужно, вы горы свернете. Вот такой вот вы настолько человек, который будет, знаете, очень четко идти к своей цели, целеустремленный вы товарищ. Но еще такой момент есть, вот если вас обидеть, то вы можете, знаете, вот, ну, как будто залечь на дно. Вот если к вам по-хорошему, вы последнюю рубашку себя снимете и отдадите. Если начать пытаться вами руководить, то все, держите меня семеро, что называется. Вы ничего не будете, ну просто назло делать, да, вот. Если к вам не по-хорошему, то и вы не будете. Так, ну хорошо, то что-то мы увлеклись вашим портретом. Смотрим дальше. О чем у нас расклад? О расплате за вас, да? Смотрим, какая женщина теперь пришла к нам на расклад. А вы думаете, анализируете, подходит вам эта женщина? Я думаю, подойдет. Потому что пришла к нам женщина, которую вы раньше любили, у вас были чувства, причем чувства немалые. Вот вы были, знаете, готовы звезду с неба достать ради этой женщины.
Но она со временем из такой вот принцессы-королевишны, которая она поначалу была, может быть, такой белой и пушистой, она стала такой, ну, злой, агрессивной, что ли. Она стала придираться, да, у вас стало больше скандалов. У вас началась не жизнь, ну, либо же не отношения, а что-то, ну, я не знаю даже каким словом назвать, но точно это ненормальные отношения. У вас как-то все перевернулось с ног на голову. Некоторые из вас, возможно, даже не хотели просто домой приходить, потому что вот такая вот злюка встречала, да, вот бензопила дружба, плюс пошло у вас охлаждение. Также может проигрываться, что у вас периодически были даже мысли такие вот появлялись, может быть, расстаться, да, но вот вы как-то такой человек, может, в чем-то нерешительный, либо же вы были нерешительны, потому что вот вы ее все-таки любили, и вы не могли вот, ну, как-то взять и разорвать эту связь. Вот это еще может быть довольно тяжелым шагом для вас было. Вообще вам расставание, я вам скажу, с этой женщиной далось очень и очень сложно. Причем вот как будто вы решили расстаться вот, ну, в одночасье. Вот вы как будто сомневались, да? А потом раз и все, и разорвали эту связь. Ну, надоело. Либо же что-то случилось такое, да, предательство, измена, которое вы узнали, да. То есть вы сомневались, а потом вы узнаете, да, либо же кто-то застал лично с другим, и вы просто как будто в одночасье решили расстаться с этой женщиной. Так, смотрим. Теперь, какая же расплата за вас ее постигла? Либо же постигнет. Да, вот она такая привыкла красоваться. Боже, какая она любительница денег. Смотрите, вот каждому человеку воздается за его поступки. Ведь не зря говорят. Я всегда говорю, да, вот и клиентам своим. Никогда не делайте что-то наобум. Всегда подумайте про последствия. Это касается абсолютно всего. И эта женщина, которая когда-то, вот еще, да, будучи с вами, она жила, она как бабочка порхала, она цвела и пахла, да, она чувствовала, что вы любите ее. Она прекрасно это знала, она видела, понимала по вашим поступкам. Да, она, может быть, не говорила вам об этом, но она прекрасно это понимала, потому она вот и цвела, она такое вот себя королевишно чувствовала. Сейчас у нее этого нет. Вот бумеранг ей прилетел. Я к чему веду? Что за все наши поступки нам воздается. Вот она сделала больно вам, она вас обидела, унизила, да, растоптала любовь, да, растоптала все, что вы для нее делали. Теперь бумеранг прилетел ей. Какой же бумеранг? Смотрите. Она сейчас вот находится, либо же у кого-то может проиграться, что вот в ближайшее время у нее будет состояние такое, знаете, ну, сродни депрессивному. Очень много негативных мыслей. Причем мысли это и злость, и агрессия, и обиды на саму себя. Она вот оказалась в какой-то тупиковой ситуации. Давайте сейчас посмотрим, что за ситуация тупиковая у нее оказалась. Смотрите, во-первых, у нее проблемы в личной жизни. Да, она привыкла, сегодня один мужчина, завтра другой мужчина. Да, то есть она не брезговала менять мужчин. Она не брезговала пользоваться мужчинами. Да? Ну, вот такие есть дамы, динамщицы их еще называют, которые мужчин на деньги разводят. Да? Сейчас у нее не клеится, не ладится. Она не может ни финансы наладить. У некоторых из ваших, у кого-то из женщин, может еще такая ситуация быть, что проблемы даже с работой, по работе. Да, может быть, кто-то потерял работу, ну, из женщин ваших бывших. Либо же вот-вот может потерять работу, либо стоит, допустим, предприятие, на котором она работает, либо фирма, может быть на грани банкротства, на грани закрытия. Ну, то есть у нее тупик сейчас и по деньгам, тупик вообще личную жизнь, но я не вижу, что она в ней счастлива. Да, у нее периодически бывают мужчины, но это так, легкие какие-то отношения. Она постоянно вот выбирает, приценивается, чтобы ей было удобно, выгодно, да, вот она как-то живет так по жизни, выбирает людей, которые ей очень выгодны и удобны.
Сейчас у нее такой тупик тупиковый просто настал. То, что ей плохо, это ну, ничего не сказать. Либо же, повторяю, либо же у кого-то проиграется, что вот будет скоро эта ситуация у нее. Она будет, знаете, пытаться как-то наладить и личную жизнь. Она будет пытаться и по финансам, но у нее что-то не выходит. Вот какой-то реально у нее как двойное вот, бумеранг, двойное наказание она получила. Так, что еще она получит в виде бумеранга? Вот она, посмотрите, да, она сейчас вот как будто абсолютно вот заблокирована и деньгами, и финансами, да, вот она лежит, вот как на этой карте, да, вот женщина лежит и не знает, что ей делать. Ей плохо, ей тоскливо, она ну, в полном тупике, не знаешь, как дальше жить, за что жить, для кого жить, да личной жизни нет. С деньгами тоже туговато, у кого-то вообще может быть плохо с деньгами проигрываться, да, но остаются всего лишь там подружки какие-то, может быть, друзья-приятели, родственники, сестры. Ну, то есть свой бумеранг, вот расплату за вас она получила сполна. Хотя она все-таки надеется. Она надеется еще, что прискачет принц на белом коне, спасет ее, у нее все наладится, все будет хорошо. Но пока в перспективе я не вижу. Будут, да, будут какие-то вот легкие отношения, но вот семьи, какой-то финансовой стабильности. Вот, ну, я не вижу, понимаете, у нее. Вот ей хочется семьи, да. Ей хочется, но она своим характером, вот видите, у нее должна быть семья, она бы хотела ее, но она постоянно выбирает, она постоянно отталкивает, она уже не знает, что придумать, ей хочется любви, но опять же, да, опять же, она что-то такое может учудить, и она отталкивает мужчин. Вот, ну, она их хочет, но она не может найти недостойного мужчину. Плюс финансовые проблемы. То есть у нее сейчас такая жизнь, ну, либо же будет вот в ближайшем будущем, да, у некоторых, которой я совершенно не позавидую. Вот совершенно. У нее будут разные возможности вот даваться вот свыше. Но она то ли ими не будет пользоваться, то ли как-то вот не те возможности она будет выбирать, не то, что ей выгоднее, а то, что, ну так, не очень, так скажем. Поэтому у нее грядут очень большие, у нее грядут серьезные кардинальные перемены в жизни. Если до этого она была в таком вот шоколаде, как бабочка порхала, цвела и пахла, то сейчас она будет в шоколаде, но шоколад этот немного по-другому пахнет. Вот такой бумеранг она получила. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!